Вот сижу такой и думаю, 4-й эпизод уже прошел, а когда же будет 5-й эпизод? Под Новый год самое оно, как раз Новый год, новогоднее настроение, игра про зиму. И, кстати, данная игра может попадать в топы игр играть в Новый год. И хай, народ, у аппарата, как всегда, неизменный его ведущий, я Дэнфоб. И сегодня мы разберем слитый материал, который я раскопал. Ну а перед началом данного видеоролика прошу пару простых действий. Это лайк, подписка и комментарий. Ну и также пройдемся по основным информациям и кадрам, которые я смог найти. Но перед началом я расскажу небольшую такую краткую информацию, которую сами разработчики поясняют тем, кто считает, что сливы официальны. Или же, например, прям точно правдоподобны. Так что еще раз говорю, что сливы некоторые могут быть неправдоподобными, поскольку мы сами, ютуберы, не особо знаем, правда эта информация или нет. Наша работа была в основном найти, вам показать, объяснить. Недавно разработчики писали у себя, что нет никакого раннего доступа к 5-му эпизоду, мы его еще не начали разрабатывать. Производство одного эпизода занимает примерно год. Это кропотливая работа, так как в игре много графики, режиссуры, звуков и музыки. Сайкона делает все, что в его силах, чтобы получился шедевр, и это требует много времени. Я понимаю, что кажется делать ВН все, визуальные новеллы, все легко и просто, но это не так. Было бы все просто бы, мы с вами купались в таких проектах, как Зайчик, но увы и ах. Все сливы картинок в интернете из 5-го эпизода на данный момент это арты, выложенные с бусти Сайкона или прямиком отсюда, со старых постов. Единственный слив, который был за все время, это песня «Маскарад». Все остальное фейки или выложены нами арты. Так что все я вам пояснил, а вот уже вам решать, смотреть дальше видеоролик или же нет. Если же да, то ставим лайк и продолжаем смотреть. Не знаю, слушали ли вы оригинальный рассказ от Дмитрия Мордаса, что сам Зайчик это был у нас рассказ в виде аудиокниги или же самой в интернете книги. В принципе, рассказ я послушал, видео аудиокниги мне понравилось, очень получилось интересным, и сама игра отталкивается от рассказа. Наверное, большинство фанатов знает, кто не знал. Если вы хотите себе заспойлерить весь 5-й эпизод, пожалуйста, слушайте. Я именно так сделал, и я уже знаю, что почем и откуда. Ну, а мы переходим к первому изображению, которое якобы будет в 5-м эпизоде. Погнали! Здесь мы с вами видим кадр, и это у нас закоулок школы. То есть зад школы, и здесь мы видим, написано «Впереди я увидел жульку». Не знаю, читали ли вы рассказ или же слушали, но кто читал, тот, как мем, кто знает, тот знает, кто не знает, тот поймет. Жулька нам будет нужна в одном дельце, чтобы спасти Олю, Полину и, возможно, Бяшу с Ромой, если же это их тоже как-то касается. Проходя 4-й эпизод, вы уже могли знать, что звери попросили у Зайчика принести мясца, или иначе они съедят всю его семью. Естественно, Антон дорожит своей семьей, хоть она и в ссоре, но он, конечно, очень сильно боится за свою Олю, и, естественно, он ее ценит больше, чем Полину. Поэтому все может быть в игре, я не буду врать дальше и сочинять что-то свое. Данную иллюстрацию я уже находил, но никак я вам ее не показывал на своем канале, и вот решил показать. Это у нас данное место очень сильно напоминает, где был черный гараж. Такое, на луне освещенная местность лесная, вся в снегу, в сугробах, и видно какие-то холмы, деревья, и выполнено это так, слегка размыто, такое ощущение, Антон опять потерял очки. Или же его заячьи способности, которые придавало ему хорошее зрение, пропали, и все вдруг потеряло оттенок и четкость. Поэтому тоже хотел вам показать давно, но как-то... И да, информация, которая затронула прям меня сразу, как я только узнал, что вау, оказывается, вот это будет в игре, или же нет, я не знаю, честно, но давайте все равно я вам это покажу. Меня очень поразила данная информация, то есть, возможно, появится новый персонаж в 5-м эпизоде, которого мы даже не встречали и не знали.
Давайте. Вика, девочка из параллельного класса, немного переживает из-за своей заурядной внешности, считает себя похожей на половину девочек в поселке, как и ее родители. Дружит из всех параллельных только с Полиной, с большим уважением относится к старшему лейтенанту Тихону, особенно после того, как тот однажды выручил ее из беды. Втайне увлекается панк-роком, и иногда ей кажется, что этим она привлекает к себе чужое внимание темных сил. Коллекционирует все, что в принципе можно коллекционировать, от гербария до вкладышей. Давайте посмотрим на внешность Вики. Она у нас выполнена слегка яркая, ее прическа, то есть хочу сказать, возможно, она у нас блондинка или же рыженькая какая-нибудь. Она получилась немножко такая лобястая, но в принципе тоже как неплохо, симпатичная довольно. 12-й персонаж отмечена, в принципе очень красиво. Выполнена она в школьной форме, видим без рукавки и в рубашке, и с галстуком. И у нее еще видно ободок, по-моему, или это же такая прядь волос, так получилось, на голове. Что ж, я хочу сказать, что некоторые стали подделывать свежую информацию, чтобы получить хайп и получить подписоту на свой паблик в ВКонтакте, телеграм-канале и так далее. То есть они берут, например, ноунейскую какую-то новеллу, делают черно-белый эффект и, мол, смотрите, это же новый персонаж из Тини Бани в 5-м эпизоде. И, в принципе, у них это выходит очень отлично. Так что будьте очень сильно внимательны по поводу вот таких вот наживы на хайпе. То есть, кто хочет получить хайп, вы как бы не особо следите за такими. Ну, как бы можно, да, я слежу за такими, но... Далее информация касается у нас Ромки. Здесь мы видим, Ромка у нас стоит позади магазина. Стоит Ромка и Антон, и на них светит фонарный столб. Некоторые подумали, что это та сцена, когда Ромка на четвереньках побежал к Антону. И здесь смотрите, что написано. Ромка неожиданно задумался. Возможно, Антон рассказал Ромке, что у Полининого дедушки какая-то есть странность. Что, мол, как бы не стоит тебе к ней идти. Или же, например, что-то такое-то рассказал, и Ромка на него не обижается, и в принципе здесь может быть какой-то линейный поворот, то есть выборы зависят. То есть видим, да, что возможно данную сцену могут переработать, где, например, Ромка встретится с Антоном, и Антон может его переубедить, не доставая нож и угрожая ему. То есть все может быть. Вообще говорили, что концовок будет 10, возможно. То есть как вы пойдете. Но на данный момент мы, если я не ошибаюсь, имеем уже 2 концовки. Ребят, попрошу вас поставить лайк этому видеоролику, написать комментарий и подписаться на канал, если же вам интересна тематика Тайни Бани. Загляните ко мне на канал, я множество сделал роликов в 4К качестве, все стараюсь для вас. Пишу текст и все это вам рассказываю, то есть я подхожу к делу. Надеюсь, вам нравится смотреть мои видеоролики. Если же да, то напишите в комментариях Тайни Бани 5-й эпизод, и я буду знать, что вы сейчас смотрите до этого фрагмента видео, и мне будет очень приятно. И как бы я хочу сказать этим, что вы даете мне какой-то толчок, даете поддержку не бросать это дело и также заниматься своим любимым делом, что вы меня смотрите и всегда поддерживаете. А комментарии я читаю и вижу, что вы пишете Тайни Бани 5-й эпизод, и мне на душе очень приятно, что мои усилия... Ну, а на этом, ребят, я нашел всю информацию, которая была. Если же хоть какая-нибудь информация вылезет в интернет, я дам вам знать. Чтобы не пропустить новую информацию, вам всего лишь надо подписаться и поставить колокольчик. И как бы ютубу приятно, и вам приятно всегда свежая информация, и мне приятно, что вы меня смотрите. Что есть хоть какая-то аудитория и какой-то толчок на это данное происходящее. Ну а на этом все, ребят. До новых встреч, до новых сливов каких-то либо информации. Всем удачи, ребят, всем покеда.